Приветствую вас всех на добром джойстике. Сегодня я хочу вам рассказать, как случайно не установить RetroArch и что такое RetroArch. Итак, RetroArch — это универсальный эмулятор фронтенд для запуска ретро-игр с различных консолей и систем, такие как NES, SNES, PlayStation, Sega, Game Boy и другое. Как не установить RetroArch для Windows? Не переходите на ссылочку в описании. Не выбирайте Windows. Ни в коем случае не нажимайте на кнопку загрузки. Если же вы случайно это все каким-то непонятным образом сделали, ни в коем случае не скачивайте установочный файл .exe или портативную версию zip. Допустим, вы каким-то случайным образом все равно все это сделали. У вас пробежала кошка-мышка или собака по клавиатуре побегала. Ни в коем случае не запускайте установщик и не распаковывайте архив. Для маков же я советую не загружать версию для Mac OS. Она там отдельная, вы видите ее на экране. Не открывайте файл DMG. Не перетаскивайте RetroArch папку программы. И не запускайте приложение. Для Android все это намного сделать проще. Чтобы вас уберечь от этого, я сразу скажу, что просто не скачивайте его из Google Play Store или официального сайта APK. Теперь, как не проводить первоначальную настройку? Не сменяйте язык интерфейса и вообще не скачивайте. Для того, чтобы случайно не сменить язык, не заходите в Settings настройки. Не выбирайте User. Не выбирайте Language, точнее язык. И не выбирайте никакой язык, даже русский. И если вы все это не сделали, то вам и не надо перезапускать RetroArch. Для этой программы существуют ядра, Core. Что такое ядро? Ядро — это эмулятор конкретных систем. Например, ядро NES или ядро GBA, ну и так далее. Как не загрузить ядра? Способ 1. Не загружайте ядро Load Core и не скачивайте ядро Download Core. Из списка не выбирайте нужную систему. Ну вот, например, SNES 9X для Super Nintendo, Genesis Plus GX для Sega Genesis, PCSX Rearmed для PlayStation 1 и MGBA для Game Boy Advance. Ни в коем случае ничего такого не трогаем, не скачиваем. Есть и второй способ – онлайн. Не нажимаем на онлайн обновление и не обновляем ядра автоматически. Как случайно не запустить игру? Шаг первый, который никто не шагает. Не добавляйте игру. Не копируйте ROM-файлы игр в отдельную папку. В RetroArch есть такая опция «Загрузить контент». Вот на нее мы не нажимаем и не выбираем файл и не определяем тип после этого. Также мы не ищем ROM-файлы к этим играм. Шаг 2. Не выбирайте ядро. При первом запуске не выбирайте подходящее ядро для этой системы. Дело в том, что RetroArch может предложить ядро автоматически. Поэтому не позволяем ему тоже делать ничего автоматически. Вообще не запускаем RetroArch, ничего не делаем. Все. Если вы всего этого не делали, то у вас, конечно же, ничего и нет. Но если вы случайно все это сделали, я вас не упрек. Игра запустилась.
Также в этом приложении существуют основные горячие клавиши по умолчанию. Конечно, вы все можете их перестроить, если я вас не уберег и если вы все-таки скачали данное приложение. Также приложение имеет возможность настроить джойстик и геймпад. Для этого все довольно просто, но я не рекомендую действовать по следующим шагам. Во-первых, не нажимайте настройки, не нажимайте в всплывшем выборе «Ввод», не нажимайте назначение управления для порта 1. Не подключайте геймпад после этого. И главное, не нажимайте кнопки по запросу системы. Ну и самое главное, ни в коем случае не сохраняйте конфигурацию. Также программа в теории позволяет улучшить графику. Есть такая вещь, как шейдеры для ретро-эффекта. Чтобы получить к ним доступ, кто-то вам мог бы рассказать, какие шаги сделать. Я же вам скажу, какие шаги не сделать, чтобы не получить такой доступ. Не нажимаем быстрое меню F1. Не выбираем шейдеры. И не загружаем наборы шейдеров. Также в данной программе присутствуют фильтры. Не выбираем настройки, не выбираем видео и не выбираем видеофильтр. Я же вам не рекомендую создавать сохранение, нажимая для быстрого сохранения в любой момент кнопку F2. Не используйте перемотку, не включая в настройках для отмены ошибок или действий в игре, которые вам не хотелось бы совершать. Не импортируйте плейлисты, которые являются автоматическим сканированием ROM-библиотеки. И не обновляйте ядра. Вообще. А то некоторые советуют регулярно проверять обновления, так я вам этого всего не советую. С какими возможными проблемами вы сможете столкнуться, используя данное приложение, кроме того, что вам может лететь за копирайт? Поэтому я не советую ничего из этого делать. Итак, во-первых, игра не запускается. Не пытайтесь убедиться, что выбрано правильное ядро. Не надо. Совсем нет. Нет звука. Не проверяйте настройки. А главное, окошечко аудио. Ну и если тормозит, не отключайте шейдеры или не снижайте разрешение. Ни в коем случае ничего этого не делаем. Готово. Теперь вы знаете, как не установить RetroArch и как не наслаждаться ромами для олдгейминга и олдскула, если вы не можете завести себе консоль и оригинальные картриджи. Все ссылочки, чтобы вы случайно не наткнули где-нибудь в интернете, вот ссылочки под видео в описании, на которые ни в коем случае не тыкаем, чтобы посмотреть, что это за программа и случайно ее не установить. А также еще внизу под видео есть ссылочка на мой стриминговый канал. Заходите, пообщаемся. А я на этом с вами прощаюсь. Пока-пока.